Добро пожаловать на наш канал. Сегодня, друзья, мы с вами погрузимся, возможно, где-то в мрачные и загадочные пророчества святого Аристоклия Московского, который предсказывал предпотрясающие события для великодержавы. Что значит это зловещее предсказание о вторжении в столицу летом? Почему лидер страны поплатится головой, как это связано с огненными катаклизмами, которые охватят сверхдержаву? Давайте вместе разберемся в этих загадочных пророчествах и их возможных интерпретациях. Оставайтесь с нами до конца, чтобы узнать все детали и понять, что же нас с вами может ждать в ближайшем будущем. Святой Аристоклий Московский, известный своей праведной жизнью и духовными подвигами, родился в семье мещан. Его детство и юность прошли в обычных условиях, характерных для семей среднего достатка. С самого раннего возраста Аристоклий отличался стремлением к духовности и глубоким религиозным чувствам. Однако его путь к святости был полон испытаний и трудностей. Аристоклий женился на женщине, которую искренне любил. В зрелом возрасте он наслаждался семейной жизнью, строя свое будущее вместе с супругой. Однако судьба подготовила для него тяжелое испытание. Его жена внезапно скончалась, оставив его в глубокой скорби. Эта трагедия стала поворотным моментом в его жизни, заставив его переосмыслить свое предназначение и смысл жизни. Потрясенный утратой, Аристоклий принял решение оставить светскую жизнь и посвятить себя Богу. Он чувствовал, что его истинное предназначение заключается в служении духовным идеалам и помощи людям через молитву и духовные наставления. С этой целью он решил отправиться на Афон, священное место, известное своими монашескими традициями и глубокой духовностью. По прибытии на Афон Аристоклий вступил в монастырь Пантелеймона. Этот монастырь, известный своими строгими монашескими правилами и глубокими духовными традициями, стал для него новым домом. Здесь он нашел поддержку и руководство опытных духовных наставников, которые помогли ему укрепить свою веру и подготовиться к монашескому постригу. Через 4 года усердной молитвы и служения Аристоклий был пострижен в монахи. Этот акт символизировал его полное отречение от светской жизни и посвящение себя Богу. В монастыре он продолжал свои духовные подвиги, несмотря на тяжелые болезни и проблемы со здоровьем, которые сопровождали его на протяжении всей жизни. Бог наградил Аристоклия дарами прозорливости и чудотворения. Своими молитвами он исцелял больных, останавливал засуху и град, помогал рыбакам и земледельцам. Его предсказания о будущем всегда сбывались, что привлекало к нему множество людей, которые искали совета и помощи. Многочисленные свидетельства монахов и служителей церкви подтверждают достоверность чудес, совершенных Аристоклием. Эти рассказы передаются из поколения в поколение, укрепляя веру людей в его святость и духовную силу. Несмотря на тяжелые болезни, такие как болезни ног и водянка, Аристоклий продолжал усердно выполнять свои обязанности. Он считал эти страдания испытанием, посланным Богом для укрепления его духа и веры. В моменты обострения болезни он благодарил Бога за возможность очищения своей души вместо того, чтобы роптать на свою участь. Однажды своим поведением и духовной стойкостью Аристоклий настолько разгневал бесов, что они явились перед ним и начали физически вредить ему. Однако их попытки внушить ему страх и оторвать его от веры оказались тщетными. Аристоклий продолжал благодарить Бога и оставаться верным, что только усилило его духовную силу. Святой Аристоклий Московский, известный своей праведной жизнью и духовными подвигами, был удостоен Господом уникальными дарами прозорливости и чудотворения. Эти дары помогли ему не только укрепить веру многих людей, но и оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждался. Давайте подробно рассмотрим, какие чудеса совершал святой и как его дар прозорливости влиял на жизнь окружающих. Дар прозорливости позволял Аристоклию предвидеть важнейшие события в жизни людей и даже целых народов. Его предсказания о будущем всегда сбывались, что делало его одним из самых уважаемых духовных наставников своего времени.
Он мог видеть как большие исторические перемены, так и мелкие детали личной жизни каждого, кто обращался к нему за советом. Аристоклей в свое время предсказал Октябрьскую революцию 17 года и Великую Отечественную войну. Он говорил о надвигающихся катастрофах и призывал людей к покаянию и укреплению веры. Его предсказания всегда были точны и своевременны, что укрепляло веру людей в его духовные дары. Многочисленные свидетельства монахов и служителей подтверждают достоверность чудес, совершенных Аристоклеем. Эти рассказы передаются с поколения в поколение, укрепляя веру людей в его святость и духовную силу. Епископ Алексей, наместник Данилова монастыря, рассказывал о том, как Аристоклей привозил святую икону для исцеления больных и страждущих. Сотни людей были исцелены благодаря его молитвам, и это подтверждает многие исторические документы и рассказы очевидцев. Святой Аристоклей Московский известен не только своими чудесами и прозорливостью, но и важнейшими пророчествами, которые сбывались с поразительной точностью. Его наставления и советы помогали людям находить правильный путь в жизни и укрепляли их веру. Давайте подробно рассмотрим его пророчества и наставления. Одним из самых известных пророчеств Аристоклея было предсказание Октябрьской революции 17 года. Он говорил о надвигающемся времени великого смятения и перемен, которое принесет огромные страдания и изменит всю страну. Святой предрек, что революция приведет к большому кровопролитию и разрушению традиционного уклада жизни. Аристоклей предупреждал людей о том, что революция принесет разрушение и хаос, призвал к покаянию и укреплению веры, чтобы пережить трудные времена. И его слова оказались пророческими. Октябрьская революция действительно привела к глубоким переменам в российском обществе и огромным человеческим потерям. Аристоклей также предсказал и Великую Отечественную войну. Он говорил о том, что Россию ждет новый период испытаний и страданий, но в итоге страна сможет преодолеть все трудности благодаря вере и стойкости своего народа. Его пророчество о войне сбывалось по мере того, как события разворачивались, и люди видели в этом подтверждение его духовного дара. Аристоклей призвал людей не терять веру в трудные времена, надеяться на Божью помощь и поддержку. Он верил, что Россия сможет выстоять и победить благодаря своей духовной силе и преданности Богу. Многие люди, приходившие к Аристоклею, находились на распутье и не знали, какой путь выбрать. Святой помогал им своими советами и наставлениями. Благодаря своему дару прозорливости он мог сразу увидеть суть проблемы и предложить наиболее правильное решение. Его советы помогали людям избегать фатальных ошибок и находить верный путь в жизни. Аристоклей был непревзойденным духовным наставником. Он укреплял веру и дух каждого, кто к нему обращался. Его слова вдохновляли и поддерживали в трудные времена, помогали находить внутреннюю силу и справляться с жизненными трудностями. Святой Аристоклей часто предупреждал людей о возможных ошибках и проблемах, помогая им избегать неправильных решений. Его пророческий дар позволял видеть последствия тех или иных поступков, и он всегда стремился направить людей на путь, который принесет им наибольшее благо. Пророчества и предсказания всегда привлекали внимание людей, особенно когда они касаются судьбы целых наций и великих держав. В разные времена и эпохи существовали пророки, которые предсказывали грядущие катаклизмы, войны и перемены. Одним из таких пророков был святой Аристоклей Московский, чьи предсказания о судьбе России и мира заставляют задуматься и сегодня. Святой Аристоклей Московский оставил множество пророчеств, которые касаются не только личных судеб людей, но и судьбы целых наций. Одним из наиболее тревожных предсказаний является пророчество о вторжении в столицу великой державы. Это пророчество имеет многослойное значение и может трактоваться как буквально, так и символически. Святой Аристоклей предсказывал, что однажды враги войдут в столицу великой державы. Это событие произойдет летом, что делает его еще более драматичным. Лето – время, когда многие люди находятся в отпусках, наслаждаются отдыхом, и такая неожиданная атака может стать настоящим шоком.
В истории России уже были случаи, когда столицы подвергались захватам, и это всегда приводило к серьезным последствиям. Примером может служить захват Москвы польскими войсками в 1610 году, а также попытка захвата Москвы Наполеоном в 1812 году. В обоих случаях вторжение привело к значительным политическим и социальным изменениям. Введение врагов в столицу может символизировать не только военное вторжение, но и глубокие политические и социальные изменения, которые могут потрясти основы государства. Это может быть восстание, революция или другой вид внутреннего конфликта, который приведет к радикальным переменам. В буквальном смысле пророчество может говорить о реальном военном вторжении. История знает немало примеров, когда захват столицы вел к падению правящего режима и значительным изменениям в государстве. Такое вторжение может вызвать панику и хаос среди населения, особенно если оно происходит в период относительного спокойствия и отдыха, как это часто бывает летом. В символическом смысле вторжение может означать и политические перевороты или социальные волнения, которые меняют саму суть государственной структуры. Это может быть внутренний переворот, революция, массовые протесты, которые приведут к смене власти и значительным реформам. В 1648 году в Москве вспыхнуло восстание, вызванное недовольством населения действиями власти. Восставшие захватили Кремль и вынудили царя Алексея Михайловича пойти на уступки. Это восстание привело к значительным политическим изменениям и стало важным уроком для будущих поколений. Еще одним примером является Октябрьская революция 17 года, когда большевики захватили Петроград и свергли Временное правительство. Этот переворот радикально изменил политическую и социальную структуру страны, приведя к созданию Советского Союза. Сегодня пророчество о вторжении в столицу можно интерпретировать по-разному. Оно может указывать на возможные угрозы со стороны внешних врагов или внутренних дестабилизирующих сил. Важно учитывать, что такие пророчества призваны не столько напугать, сколько предупреждать и готовить людей к возможным переменам. Современный мир полон геополитических напряжений, вероятность военных конфликтов всегда существует. Вторжение может быть как прямым, так и гибридным, включающим кибератаки, информационные войны и другие формы воздействия. Внутренние политические и социальные конфликты также могут привести к серьезным изменениям. Протестные движения, народные восстания и политические кризисы – все это может быть отражением пророчества о вторжении в столицу. Пророчество святого Аристоклия Московского о вторжении в столицу великой державы служит важным предупреждением о возможных переменах и угрозах. История показывает, что такие события могут иметь глубокие и далеко идущие последствия. Независимо от того, будут ли они буквальными или символическими, важно быть готовыми к вызовам и сохранять веру и стойкость в трудные времена. Пророчество святого Аристоклия напоминает нам о необходимости быть бдительными и готовыми к любым испытаниям, которые может принести будущее. Одним из самых тревожных его предсказаний является пророчество о потере головы лидером великой державы. Это предсказание может трактоваться по-разному и имеет глубокие исторические и политические корни. Давайте подробно рассмотрим его значение и возможные интерпретации. Святой Аристоклий предсказывал, что лидер великой державы поплатится головой. Это предсказание может иметь как буквальное, так и символическое значение. Лидер может потерять свою голову как в физическом смысле через убийство или казнь, так и в политическом через потерю власти и авторитета. В истории России уже были случаи, когда лидеры теряли власть и жизнь из-за каких-то заговоров и народного недовольства. Пророчество Аристоклия напоминает нам о таких событиях, подчеркивая их значимость и возможные последствия для государства. Одним из наиболее известных примеров потери головы лидером является трагическая судьба последнего российского императора Николая II. В результате Октябрьской революции 17 года и последующей гражданской войны Николай II был свергнут, арестован и в 1918 году расстрелян вместе с семьей. Этот драматический эпизод привел к краху Российской империи и кардинальным переменам в стране.
Еще один пример из российской истории – судьба Петра III. В результате дворцового переворота в 1762 году он был свергнут с престола и вскоре убит. Его свержение и смерть привели к восхождению на престол Екатерины II, что значительно изменило курс российской истории. Пророчество Аристоклея о потере головы лидера может символизировать и политическое падение. Лидер, который потеряет свою голову, может стать жертвой революции, переворота или заговора. Это может привести к нестабильности в стране и дальнейшим политическим потрясениям. История России полна примеров, когда лидеры теряли власть из-за революций и переворотов. Эти события часто приводили к кардинальным изменениям в политической системе и социальному устройству страны. Пророчество Аристоклея может служить предупреждением о возможных повторениях таких событий в будущем. Народное недовольство также может привести к потере головы лидерам. Массовые протесты, восстания и недовольство правительством могут стать катализаторами для смены власти. Лидер, не способный справиться с вызовами времени и обеспечить стабильность, рискует потерять свою позицию и влияние. Пророчество потери головы лидером также может иметь буквальное значение. Физическое устранение лидера через убийство или казнь было нередким явлением в истории, особенно в периоды политической нестабильности и кризисов. История России и других стран имеет немало примеров, когда лидеры становились жертвами заговоров и убийств. Такие события часто приводили к хаосу и беспорядкам, подрывая стабильность государства и вызывая дальнейшие политические кризисы. Пророчество Аристоклея о потере головы лидера может быть актуальным и для современной России. В мире, где политическая нестабильность и напряженность часто приводят к неожиданным изменениям, это предсказание может служить напоминанием о необходимости быть готовыми к возможным потрясениям. Пророчества святого Аристоклея не только предсказывают неизбежные события, сколько служат предупреждением. Они напоминают о важности поддержания стабильности, справедливости и мудрого руководства. Лидеры должны быть готовы к вызовам и понимать, что их действия могут иметь далеко идущие последствия. Одним из самых тревожных его предсказаний является пророчество о том, что сверхдержава будет гореть в огне. Это пророчество может иметь как буквальное, так и метафорическое значение, и его интерпретация может пролить свет на возможные будущие события и их последствия. Святой Аристоклей предсказывал, что однажды сверхдержава будет гореть в огне. Это может означать как буквальное разрушение и пожары, так и метафорическое значение волнения, революции и войны, которые охватят страну. Это пророчество вызывает тревогу и настороженность, так как указывает на возможные катаклизмы, способные изменить ход истории. В буквальном смысле пророчество может говорить и о масштабных пожарах и разрушениях, которые охватят страну. Такие события могут быть вызваны природными катастрофами, техногенными авариями или военными действиями. История знает немало примеров, когда пожары и разрушения приводили к значительным изменениям в жизни государств. Например, Великий пожар Москвы в 1812 году. Во время Великой Отечественной войны в 1812 года Москва была захвачена и сожжена наполеоновскими войсками. Этот пожар стал символом сопротивления и упорства русского народа, а также важным этапом в борьбе за независимость. Далее Чернобыльская авария 1986 года. Хотя это событие не связано с пожарами в традиционном смысле, разрушения и радиационные загрязнения, вызванные взрывом на Чернобыльской АЭС, оказали огромное влияние на СССР и на весь мир. В метафорическом смысле пророчество о сверхдержаве, горящее в огне, может символизировать социальные и политические катаклизмы, такие как революции, гражданские войны и массовые протесты. Эти события могут привести к разрушению старого порядка и рождению нового, часто сопровождаясь значительными страданиями и потерями. Пророчество Аристоклея напоминает о революционных событиях начала XX века в России, когда страна действительно горела в огне революции и гражданской войны.
Октябрьская революция 17 года и последовавшая за ней гражданская война привели к кардинальным изменениям в политической и социальной структуре России, изменив ход истории. Давайте посмотрим на современные примеры, например, арабская весна 2011 года. Волна протестов и революций, охватившая Ближний Восток и Северную Африку, привела к смене режимов и значительным политическим изменениям. Многие страны оказались в состоянии хаоса и гражданской войны. Далее возьмем пример украинского кризиса 2014 года. Массовые протесты, известные как Евромайдан, привели к смене власти в Украине, началу вооруженного конфликта, и эти события вызвали значительное политическое и социальное напряжение в регионе. Огненные катаклизмы могут символизировать и разрушение старого порядка, и рождение нового. Это пророчество указывает на то, что значительные изменения могут произойти через страдания и разрушения. Важно понимать, что такие предсказания могут служить предупреждением и напоминанием о необходимости подготовки и укрепления духовной и моральной основы будущего. Исторически большие изменения часто происходят через разрушение старого порядка. Революции, войны, социальные катаклизмы приводят к падению старых режимов и рождению новых систем. Пророчество Аристоклея может указывать на такие события, предвещая необходимость обновления и переосмысления устоявшихся порядков. Из пепла разрушенного старого часто рождается новое. Это может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, как общество справится с вызовами и какие уроки извлечет из пережитого опыта. Пророчество может напоминать о необходимости духовного и морального обновления, чтобы будущее было более светлым и стабильным. Сегодня пророчество о сверхдержаве, горящей в огне, можно интерпретировать по-разному. Оно может указывать на возможные угрозы как со стороны внешних врагов, так и внутренних дестабилизирующих сил. Важно учитывать, что такие пророчества призваны не столько пугать, сколько нас сами предупреждать и готовить людей к возможным переменам. Поэтому вы должны понимать и то, что огонь может символизировать не только разрушение, но и очищение, возрождение. Возможно, пророчество святого Аристоклея указывает на необходимость духовного обновления и возвращения к духовным корням. В истории России были периоды духовного подъема, которые следовали сразу за такими тяжелыми периодами. Вот такой, друзья, сегодня очень важной и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Обязательно в комментариях напишите ваше видение по этой ситуации, как вы видите, какие ваши мысли. И мы надеемся, что эти советы, эти предсказания, эти рекомендации помогут вам в жизни. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь своими мыслями и комментариями, что вы думаете о пророчествах Аристоклея и как они могут отразиться на нашей жизни. Оставайтесь с нами, друзья, и до новых встреч!